Приветствую всех, кто ведет здоровый и правильный образ жизни. На схеме установку, которую собираю, на ней планирую производить дистилляты из зерновых культур, получать виски и бурбоны. Сейчас пошагово пройдусь по всем элементам схемы и поясню, что к чему. Кто работал на зерновых, тот знает, что выход с килограмм сырья очень маленький, там кот наплакал. И работая на 1000 литров, я смогу на хороших холодах получать где-то объем практически бочки. Если на Курском солоде, то там поменьше будет, я думаю, с 2 раз бочку заполню. Бочки дикого объема под 200 литров связаны не с ростом, а объемом продаж. Хочу иметь результат через 5 лет. Через 3 года там настаивания будет объем, который будет радовать хозяина. Бочки планирую с Европы и из-под вина. Бэушные из-под вина. Вот стоимость у него приличная, в районе 20 тысяч, но я думаю, оно этого стоит. Холодильник использовал простую конструкцию, спираль, которая спускается сверху вниз. Труба размерно 7/8 дюйма. Считаю, что данная конструкция наиболее эффективна по расходу воды, не требует постоянной циркуляции, только смены воды по мере нагрева. Трубы соединения на клампе, сварю их уже по факту размещения в помещении холодильника и бака. Шлем не такой, шлем простой формы, цилиндрической. Не стал делать такие формы из-за того, что жалкая медь. Бак 1000 литров. Греть его планирую углем, расчетная 24-30 киловатт мощность котла. Котел, верхняя крышка металлическая, которая прогревается, и теплообменник спиральный внутри. Смонтировал спиральку внутри. Так что сначала хотел делать его, ставить на нулевую отметку на пол, но получилась колокольня выше 3 метров, что повлечет за собой увеличение площади и объемов помещения. Поэтому было принято решение его прикопать в районе метра. То есть придется лазить вниз и топить внизу. Вот. Что еще можно по установке сказать? Все, поехали к практике. Начал собирать шлем для пайки. Харрисовские электроды взял. Такой печальный результат. Ничего не спаялось. Нужна какая-то приспособа, чтобы ее зафиксировать. Поэтому разметил сейчас ее винтиками по нержавейке, стяну по всей длине. Приспособил 2 бочки для верстака. Засверлил все. Теперь ничего не оттопыривается. Сейчас подобьем вот эти места и попробуем резаком запаяться. Вырезал верхнюю крышку из того листа, из которого предполагал изначально боковую стенку сделать. На нем жмотина, которую я и не выправил. Сейчас его прокатаю на волках, потому что он имеет изгиб. Сейчас его прокатаю на волках и будет ровненький. Перешел в гараж, потому что при работе на улице горелка задувается и пламя не видно ничем. Сейчас уже к вечеру подходит день. На прихватках только успеваю все сделать. А паять не получается по времени. А так горелка достойна. 1000 с хвостиком рублей. Барашки переделал. Сейчас огонь. Для пайки взял резак
БТИ. Инструкция есть, но как по ней работать вообще пока непонятно. По первым попыткам пайки я понял, что здесь регуляторы, которые невозможно никак отрегулировать. Поэтому сейчас со старого армянского переставлю вентили. Потому что точно дозировать невозможно. Переходников с трубки не было, с 8-ки. Нагородил огород чуть-чуть для горения. Кислород не использую, а с компрессора беру воздух. И баллон с пропаном. Собрал шлем на прихватках. Сейчас поставил, образметил. Хочу посмотреть, как он сюда сядет. Ровно, неровно, возможно, еще по месту, по установке буду паять. Пока сомневаюсь, сейчас прорезь сделаю. Посмотрим после установки. И еще интересный вопрос. Люк у меня не будет и залезать, если монтаж трубы через это отверстие. Надо попробовать будет залезть в бак. Как это предполагал. Упирается здесь, здесь и здесь. А здесь большая дыра. И он ходит. Сейчас буду греть и опускать вот эту сторону. Второй день к концу подходит. Сейчас его в воду окунал и смотрел, где что протекает. Верхняя крышка все герметично, текет только где шов. Сейчас попробую припаять кламп 2-дюймовый из нержавейки. Если ничего не получится, план Б, поставлю фитинг с резьбой. Это точно будет держаться. Припаять ничего не получилось, буду ставить гайку с резьбовым кламповым фитингом. Сейчас бабахаю вокруг отверстий и высверлюсь. Осталось доработать напильником без токарного станка. Элементарная операция. Такой геморрой превращается. 40 дырок. Шмурыгачу напильником сейчас. Шлем почти готов. Установил кламп с резьбовой в верхнюю крышку. Гайку припаял. Кратенькие итоги по шлему. Потратил где-то я на него 15 тысяч рублей. Один лист нашел на Авито. Другой ждал, ничего не дождался. Заказал с фирмы СООшки. Ну, это в районе где-то 6 тысяч вместе с доставкой. По инструменту резак пришлось купить. Кламп, резьбовой кламп, фитинг, там припой. Ну, где-то еще там набегает на 5, может чуть побольше. Труд затрат на него не считал, потому что это и езда, и 3 дня работы. Ну, такой литраж я как бы узнавал у Артура, который делает шлем в Москве. Конечно, цены заряжают добротные за такой объем. По верху пока мыслей никаких нет, потому что тоже трубу жду, ищу на Авито и на Юлах. Туда 54-я, если покупать с фирмы. Цены неподъемные. И предположительно пока есть, конечно, трубы нержавейки, но хотелось бы найти медь и сделать змеевик, как у обычного ламбика. Не трубчатый, охладитель, не пластинчатый, никакой, просто змеевик. По инструменту, что можно сказать, для зачистки
3М-овский круг использовал. Ничего его не покупал. Раньше был горелка модернизированный с армянскими барашками. Наконечник чуть подкоптился. Но износа никакого нет. Надо будет фитинги, когда все эти магазины откроются, по-человечески переделать. Так, 2 и 3 волки, чтобы прокатать лист. Прижимного ролика у меня нет, его надо точить, поэтому я катал жопой, сидел на 3-м ролике. И английское колесо. Верхнюю крышку сделал пупырем, чтобы имела жесткость и не гнулась.